Здравствуйте. Здравствуйте. Таня, хотела вам сказать, что хорошая у вас прическа. Вы... Спасибо. Я до сих пор еще не уверена, нужна ли она мне или нет. Да? Как вы решили все-таки от дредов отказаться? Все-таки долго вы с ними уже пробыли, и много 8 людей... лет уже. Много людей писали, дреды. Ну, если бы они попробовали поносить 8 дредов. Фу, господи, 8 лет дредов. Посмотрели бы, что бы они сказали. Вы уже не первый день выступаете. Как вы себя чувствуете? Как вам вообще? Каждый день, вы вчера были в Кировограде, сегодня в Полтаве. Где вы берете силы на это все? Нигде, вот посмотрите на нас, мы же абсолютно живой. Нигде не берем, просто это резервы. Ну как вы готовы еще дальше продолжать ездить по другим городам? Да, конечно, у нас выбора нет. Да, если ты поехал в тур, ты как пуля, которую вы выстрелили, она вылетела из ствола, и остановиться она не может. Как вам Полтава? Вы успели отдохнуть здесь? Нет, честно сказать, еще не успели. Вообще же. Мы приехали сюда где-то примерно в 3:30 вечера, да? Да, где-то. Долгое ожидание саундчека. Потом отправились в апартаменты. Там хозяйка нас дико накалила своими правилами бесконечными. Все, что мы успели, это там переодеться и сюда приехать. Но вы же не впервые в Полтаве, правильно? Да, конечно, да. Вы успели посмотреть город? Мы его посмотрели несколько лет назад. Да, Очень первый раз, буквально, когда мы приезжали сюда, это было года 1,5 назад первый концерт. Нет, это был не первый концерт, это был второй концерт. Первый наш концерт был здесь 3 года назад. И вот тогда мы смотрели город, да, мы приехали утром, потом нам такую сделали мини-экскурсию, там, смотрели эту колоннаду, у нас где-то там находится с колоннами место. Вот, и погуляли по городу, вечером выступили, уехали в Горловку. Вот тогда мы видели город, после этого мы приезжали так проездом, и особо времени погулять не было. Да, и, как правило, это все время холодное время года, когда мы здесь оказываемся. Нету как пройтись нормально. Ну, конечно, очень трудно. А как вы проводите вообще свое время между концертами? Может, вы как-то поднимаете свой дух какими-то вечеринками или как-нибудь сочиняете новые песни? Что вы делаете между концертами? Между концертами мы спим. Да. Да. Единственное свободное время, которое у нас остается, мы тратим на сон, потому что если не спать, то вообще будет проблема. Ну, не зря вас называют одной из самых концертирующих групп, которые дают множество концертов. Это на самом деле трудно, и вы молодцы в этом плане. Спасибо. У вас еще такой экстрим-вокал. Как вы выдерживаете, как связки, как голос? Трудно ли это почти каждый день давать сольные концерты? Ну, трудно это будет после концерта 10-го. Вот, пока что нет. Главное после концерта максимально себя спокойно вести, то есть не кричать, не разговаривать. Да. Вот. А так, ну, и еще самое главное, это не болеть просто. У меня в турах пару раз было такое, что я проследила связки, да. И Было очень... это было такой фиаско. Ну, ты просто крякаешь. Только, да, это жутко неприятно. Но, в принципе, люди с пониманием относились к ситуации. А где у вас находится время, чтобы писать песни? Вы выпустили недавно новый клип, правильно? Да. И когда вы пишете песни? Между турами или между поездками? Да, собственно, бывает иногда, наверное, во время поездок. Да? Да, то есть мы вот предыдущий сингл записали по дороге на фестиваль. Ехали из Львова в Днепропетровск. За 2 дня выехали раньше, приехали, записали там и поехали все дальше. Но вы сами тексты пишете? Ну, да, в основном, да. Ну, вот, например, на последнюю композицию Евгений предоставил нам вот то, что у него наболело. И что самое интересное, тематика. Ну, то есть я начала писать текст, и потом мне Жека присылает ВКонтакте сообщение, говорит, вот что мне есть. А я смотрю, а тематика одна и та же, у меня тоже про собаку. Жек, ну, у меня всего лишь пару строчек было
Жеки уже полностью на творении. И оно очень даже такое хорошее, глубоко мысленное. И вот, пожалуйста, почему бы и нет, мне понравилось. Да, ну, на предыдущий альбом писала тексты Таня на все треки. Поэтому в основном она у нас лирика, писец, поэтесса. Да. Что вы планируете делать, когда тур закончится? Записывать, Спать. ну, да, спать и записывать новый альбом. Записывать, да. И что вы планируете в новом альбоме? Чем-нибудь будете удивлять? Или все-таки будете идти уже как по намеченному пути, как уже было, как бы, или будет что-то новое? И планируется пару изюминок таких мы вкинем. Да, ну на самом деле мы уже как бы там, люди говорят, что удивили новым синглом. Он задает там новый такой настрой на материалы, этот новый этап творческий, но в альбоме будет все по-разному, не только так. Это еще цветочки. Да. Я думаю, вы удивитесь. Это будет очень интересно. Я думаю, зрителям будет интересно, как бы, что же так все-таки будет. Ну, мы вам желаем, как бы, чтобы у вас было побольше силы, как бы, Спасибо, чтобы не это болели, и чтобы все было хорошо. Ждем ваше выступление. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо. Эксклюзивно для Шум ТВ. ТВ.